Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать! Благодарю сердечно вас за то, что вы заходите ко мне, за ваши прекрасные комментарии, искренне, от всей души, за поддержку канала материальную. Благодарю сердечно, дорогие мои друзья, подруженьки. Итак, давайте мы с вами сейчас посмотрим, чего вы не ожидаете, а оно случится. Так, чего не ожидаете, а оно случится. Выбрала я 3 позиции, и мы сейчас будем рассматривать эти позиции. Первая позиция — четверочка жезловая. Дорогие мои, счастливейшая встреча, которая приведет вас к какому-то постоянству, к стабильности. Четверки у нас это всегда что-то долгосрочное. И жезловая четверка — это огонь, это энергия, это встреча, которая привнесет что-то для вас новое, прекрасное, на постоянной основе, на стабильные отношения, которые перейдут в стабильные. Да? Люди, которые решат: давай будем жить вместе, давай будем жить одним домом. Счастливейшая встреча показана, видите? Вот такая первая карта. Очень интересно, что там дальше, да, но мы сейчас будем рассматривать именно эту первую. Давайте тогда посмотрим, с кем это будет встреча и для кого она. Прежде всего, здесь показана, скорее всего, взрослая, опытная женщина. Сейчас, возможно, вы в одиночестве, может быть, в разводе, может быть, вдова. Взрослая, я имею в виду, ну, не 20 лет, понимаете, 30 и старше, скорее всего. У вас есть уже жизненный опыт, у вас есть мудрость, вы закалены в какой-то сфере, ой, в какой-то мере, прошу прощения, да, своим жизненным опытом. Вот именно для такой женщины идет эта встреча. Я вижу, что вы готовы к этой встрече, потому что в этой колоде мечевая королева прорисована, видите, как в поиске. Вы действительно сейчас настроены на то, чтобы в вашей жизни это произошло. Невзирая на то, что есть ощущение некого холода, да, может быть, кажется, что весь мир безразличен ко мне, либо есть какие-то люди, например, которые вас любят, но это не то, не те люди. Теперь у вас будет счастливейшая встреча с тем человеком, который нужен именно вам. Девятка кубковая. Будете довольны, будете радоваться, будете наполнены. Возможно, откроете какие-то новые грани, насколько и как и с кем вы можете быть счастливы. Очень хорошая карта, которая также предполагает рост радости. Да? То есть эта встреча, она как предполагает еще только тоже дальнейшее развитие ваших отношений и дальнейший рост вашей радости. Пентаклевый туз. Знаем мы все прекрасно, что это шанс, которого вы, дорогие мои, ну, возможно, очень долго ждали. Либо долго ждали именно такого мужчину, либо, дорогие мои, долго ждали именно этого мужчину. Тут может по-разному проиграться. Это будет шанс, который вы возьмете благодаря своей тоже мудрости, дорогие мои, и опыту. На Верховную Жрицу выпал этот шанс. Также я вижу, что этот человек будет успешный, состоятельный. С ним вы не будете знать бедности, с ним вы не будете знать как финансовых каких-то недостатков, так и всех остальных. Да? То есть идет наполнение ваших потребностей, скажем так, с этим человеком. Император, пожалуйста. Так, император. Для кого-то может проиграться действительно, что вы этого человека ожидали. Может быть, когда-то вас свела судьба, вы были вместе, да? А затем развела. Все бывает. Кто-то вмешался, может быть, у вас в вашу жизнь, в вашу судьбу. Что-то сделал для того, чтобы человек этот пошел как бы другой дорогой. Но сейчас неизбежно идет встреча, которая изменит и в его жизни, и в вашей жизни
течение вашей жизни. Также я вижу, что этот человек, если вы в каких-то находитесь в какой-то позиции такой непонятной в данный момент, да, ну, например, там вот переписки долгие, когда непонятно, что дальше будет, да, будут развиваться здесь события или нет. Да, они будут развиваться. Это, конечно, для тех, у кого новый мужчина. Знакомитесь, если с новым мужчиной. Также я вижу, что этот человек поможет вам выбраться из позиции жертвы, когда вы, возможно, жили, принося себя всегда в жертву, либо встречали таких мужчин, которые делали вас жертвой, да, там пользовались вашими финансами, например, а потом не возвращали, или еще как-то. То есть этот человек забирает вас, да, из вот этих негативных обстоятельств и привносит свое прекрасное в вашу жизнь, а вы приносите прекрасное в его жизнь. Мне кажется, для первой карты достаточно, да, какой мужчина мы посмотрели, как это будет, все посмотрели, и даже нам сказано, что это для взрослой женщины, да, одинокой. Так, ну что, смотрим вторую карту. А здесь у нас пятерочка мечевая. Так, давайте будем ее рассматривать. Это будет какая-то ситуация, какое-то событие для человека, который находится в борьбе. Когда вы уже устали от этой борьбы, да, и сердечко уже пошаливает, то есть много ушло нервов, много сил. Возможно, пытались какие-то сохранить отношения, сохранить брак, да, боролись, может быть, за мужчину. Давайте рассмотрим именно такой вариант, когда вот что-то либо в процессе вы находитесь, либо вот только-только пережили и начинаете восстанавливаться, допустим. Какие события будут для вас развиваться неожиданно? Что привнесет судьба? Прежде всего, здесь идет кубковый рыцарь. Это молодой мужчина, который идет к вам с любовью, несет вам свое сердце. Так, вы могли вместе когда-то учиться, вы могли знать его, либо переписки, общение, ну какое-то тогда долгое общение. Мог быть вашим другом, просто человек, с которым вы дружили и очень тепло друг к другу относились. Но здесь мужчина помоложе показан, все-таки помоложе. Так, давайте посмотрим об этом человеке и о ваших отношениях. Такое впечатление, что человек просто идет, как залечить ваши раны. Понимаете? Во-первых, не отталкивайте его, потому что здесь вышла карта Иерофант. То есть здесь, возможно, божественное такое вмешательство идет вам человек. Пусть он будет моложе, примите его, дайте ему шанс. Очень много кубков идет. 3 карты кубков и Иерофант, понимаете? Поэтому рукой Божьей, возможно, да, небесным таким повелением в вашу жизнь зайдет этот молодой мужчина. Привнесет вам заботу, внимание, ласку. То, чего вам так не доставало. Возможно, вы не за того человека боролись, понимаете? Встретите совсем другого человека, и даст он вам то, что вам так было нужно. Просто это будет другой человек, и он будет хороший, он вам будет по сердцу. Там такая взаимность идет, посмотрите только. Защитит вас от бед, от несчастий этот человек. Вообще я вижу, что он будет как уравновешивать вас. Вы знаете, здесь такой момент, возможно, вы смотрели на какого-то человека и мечтали о нем, да? У вас в руках была земля, а вы вот видите, девушка сидит, да, на крыше держит в руках землю, но мечтает о Луне, допустим, да? Возможно, вы мечтали о каком-то мужчине, но потом, когда вы встретите нового человека, вы поймете, что не туда были направлены ваши мечты, не за того человека вы боролись, либо вообще не надо было бороться, да? Человек принесет гармонию эту в вашу жизнь. Более того, я вижу, что, возможно, при знакомстве вы подумаете, да, что вот он хрупкий какой-то молодой человек, и в молодых не очень уверены взрослые женщины. И в целом, да, как будто кто знает, что у него сейчас люблю, завтра не знаю, что будет у него в голове.
А здесь человек идет со стержнем, он только, скажем, внешне может быть, допустим, моложе вас. Внутренне это сформированная личность. Он несет ответственность за свои слова. Если он что-то обещает, он выполняет. Он ценит себя, уважает себя, требует к себе уважения. И он достоин этого уважения. И он будет заботиться о вас. Здесь идет и финансовая забота, финансовая какая-то поддержка. Так, что еще? А здесь показан мужчина, который, возможно, был вам дорог, принес вам вот эти раны. Я вижу, что ваши новые перемены в вашей жизни, они вас успокоят. Вы сможете оставить эту печаль, перевернуть, перелистнуть эту страничку и перестать, например, наблюдать за его жизнью, там, смотреть в соцсетях, как он, что он. То есть, наконец-то справитесь с собой. Простите, что-то так дрожит. И со своей вот этим, со своим притяжением к какому-то мужчине. Он очень много боли вам принес, вы изранены полностью. Но вы справитесь. Видите, 4 мечевая, плюс вам же поможет новый мужчина. Здесь еще такой момент идет. Вы взвесите, вы рассудите хорошенечко, да, и даже вы сравните, дорогие мои, мужчину, за которого вы боролись, и вот этого нового человека, которого вам подарит судьба. И ваше сравнение будет не в плюс этому прошлому. Ваше сравнение будет в плюс новому мужчине. Вы поймете, что вы друг другу подходите. Пентакливый король, пентакливая королева. Вы и есть друг другу пара. С новым мужчиной у вас большие-большие перспективы. И события будут быстро развиваться. Вы видите? Скорость идет. 8 жезловая, скорость. Это, то есть не будет когда-то через полгода. Это очень скоро пойдут уже дела, вот эти ваши перемены. И замечательно, потому что ваше сердечко там полностью разбито, его надо восстанавливать, вам надо помощь, вам надо поддержка, возможно, даже и физически вы сейчас как-то разболтаны в плане здоровья. Вам идет исцеление, если у кого-то со здоровьем проблемы, вот по 6 пентаклевой идет вам помощь, опять же, возможно, от этого мужчины, возможно, вы сами себе поможете, да, сходите наконец-то к доктору, может быть, у кого-то действительно сейчас идут, побаливает сердечко, да, и надо сходить и сделать УЗИ или сдать анализ крови, допустим. Для тех, у кого что-то со здоровьем там барахлит, что-то, смотрите, вышла карта Солнце, то есть и прояснение ситуации, и исцеление по Солнцу идет. Карта Императрицы может показывать человека, например, доктора, да, потому что мы понимаем, что императрица это серьезный человек, ответственный, мудрый. То есть у нее что-то в руках есть, какие-то знания, да, власть. То есть она руководит этими знаниями, она направляет человека. Вам надо сделать это и то, да, и вы будете здоровы. Поэтому у кого-то, скорее всего, будет доктор, скорее всего, женщина, если есть проблемы, да, со здоровьем, и идет исцеление, будет вам какая-то помощь вот от такого человека. Еще здесь может быть, да, ну просто совет от взрослой мудрой женщины. Может быть, мама вам даст какой-то очень хороший совет, как перестать страдать, да. Я тут уже не о здоровье, конечно, говорю, а в принципе о жизни. Может быть, там старшая сестра, подруга какая-то такая мудрая, да, психолог, таролог, кто-то даст вам очень дельный совет. И сейчас я вам тоже дам совет. Заходит в вашу жизнь взаимная любовь, большая, как этот мир, громадная, огромная. Идите, окунитесь в эти чувства, ничего не бойтесь. Карта ночных страхов. Еще и может быть навеяна разными подружками. Могут подружки говорить, куда ты, он молодой, он то, он все. В общем, смотрите, идет, как навеивают подружки, страхи перед новой любовью. А она идет чистая, искренняя, взаимная и громадная. Поэтому никого не слушать и идти навстречу и взять этот шанс, который в вашу жизнь заходит. Такая рекомендация. Так, интересно, что там третья карта нам покажет. Давайте.
Мама дорогая, семерка кубковая. Ну что ж, это карта наших мечтаний, надежд, фантазий. Не все мечты по этой карте сбываются, но при положительном раскладе, пускай несколько или одна самая важная, самое главное, обязательно сбывается. Итак, давайте-ка посмотрим, какие ваши мечты сбудутся. Какие-то, может быть, будут и иллюзиями. Давайте мы это рассмотрим. Итак, какие мечты? Сразу вышел король с королевой. Хотите в пару, да? Хотите в пару, где будет взаимная любовь, наполнение друг другом. Когда вы искренне и от всей души делитесь своим этим чувством, да, не надо играть, не надо скрывать, не надо сдерживать себя. Вы можете сказать и написать этому человеку, допустим, в любую секунду, и не будете думать, а не слишком ли я, может быть, так, ну, там, навязчиво, допустим. Вы просто знаете, что у вас все искренне, и что человек рад вашей этой записочке, вашему звоночку, да. Здесь, конечно, вот эта большая звезда, на которую, видите, указывает на карте девушка, вот это точно сбудется. А дальше мы потом посмотрим, да, какие-то мечты, может, то, что и нужно вам, что ли, оставить, они как иллюзорные. Но вот это та, которая сбудется. Первый вопрос. Вы не будете похожи. Карта, видите, пентаклевый король и жезловая королева. В чем-то будете разными, но это не имеет никакого значения. Мужчина заботливый. Очень люблю пентаклевых королей. В хорошей линейке это всегда благополучный, нормальный король, без каких-то зависимостей, там, хвостов каких-то, ну, я имею в виду, там, неразрешенных проблем со старыми своими связями, знаете. Человек, посмотрите, четко вот прилепился к жезловой даме, а это у нас вы, и счастлив, и не надо ему никто другой. Заботливый, ответственный, нормальный мужчина, хорошо зарабатывает. Вы для него, видите, ясное солнышко. Ему с вами интересно. Здесь важна и страсть, в этой карте прорисована. Хорошо, что ему важен ваш интеллект, вам интересно вместе. Вы наполняете друг друга. То есть это то, что сбудется. Давайте теперь посмотрим по первой карте, о чем она сказала по поводу иллюзий. Какие иллюзии, может быть? Иллюзии могут сбыться позже. Ну, может быть, действительно что-то нужно и оставить. Так, смотрите, есть какая-то неразрешенная проблема, связанная с финансами, с деньгами. Вы очень сильно к чему-то рветесь. Может быть, это даже, допустим, ну, стать руководителем у себя там где-то на фирме. Но преград полно, целая десятка мечевая. То есть вы, когда начинаете думать, вот это все вам колет. Каждый этот меч, да, каждая иголка – это отдельная, скажем, проблема. И здесь написано, здесь сказано нам, да, показано, что, возможно, вам надо оставить эту идею и развернуться и посмотреть вообще в другую сторону. Возможно, ваша реализация будет не здесь, куда вы столько тратите сил, а они как впустую, как уходит энергия, да, впустую, никак не можете чего-то тут добиться. Именно в этом направлении. Скорее всего, показано, что нужно поменять направление, перестать вот бороться с ветряными мельницами. Так, еще что? Что тут, о чем еще иллюзии есть? Так, ну это какой-то мужчина из прошлого, скорее всего. Оставить эти иллюзии возможно. К сожалению, может быть, человек был должен денег, например, может не отдать, понимаете, да? Пятерка пентаклевая может показывать отсутствие финансов. Может быть, вы строите планы, хотели бы, да, увидеть свои денежки, но пока что это ваши иллюзии, скажем так. Король мечевой, может быть, на отдалении, где-то далеко. Вот. А может быть, вы хотели бы наладить отношения с каким-то королем. Я говорю не о любовных, потому что любовь у вас как бы показана уже. У вас есть пара, будет пара. Ну, с каким-то, может, с братом, там, допустим, какой-то мечевой король. Есть такие, да, пустота в отношениях, что-то ушло. Вот. То пока что это иллюзии. То есть это, может быть, когда-то будет, да, но в ближайшее время вот не будет. Так. Ой, целых две пятерки, смотрите. Ну, карта
поиска выхода из какой-то ситуации, соперничества, борьбы, поиски вариантов. Видите, здесь шахматная доска. То есть, а если я вот так пойду? А если я такой шаг сделаю? Как оно будет? Да? А вдруг у меня получится? Целых 2 пятерки. Обе карты такие проблемные. Да? Здесь тоже вот женщина хочет перейти эту реку. А смотрите, оно прямо как болото. То есть не туда идет, скорее всего, человек. Опять же, по первой карте иллюзий мы понимаем, что вам нужно менять какую-то стратегию, либо менять ваши планы. Вот. Это может касаться каких-то проблем на работе, общения с кем-то, в контакте где-то, какие-то конфликтные ситуации. Что-то нужно поменять. Потому что тоже пока что нету. Оставить, может быть, в конце концов, каких-то людей и ничего им там не доказывать. Просто пойти дальше своей дорогой. Вам есть с кем пойти дальше. Так. Так, и здесь, смотрите, иллюзия какая. У вас есть мысли о каком-то человеке, очень высокие ваши мысли. То есть это связано, скорее всего, с работой. Рыцарь-то у нас пентакливый. Может быть, вы доверяете кому-то, каким-то чужим идеям, чужим каким-то словам, обещаниям. Не обязательно с работой, в принципе, может быть с финансами связано. Но у человека есть какой-то хитрый, что ли, план. Ему нельзя доверять. Обратите внимание, что в ближайшее время, да, какая-то ваша иллюзия, что вот я с ним заключу договор, и все будет отлично, я заработаю, допустим. Или вам кто-то впаривает что-то, да, купи вот это, купи, это такое хорошее, это так тебе надо, да. И вы прям вот ему верите, этому человеку. А у него, смотрите, здесь вот такой врун и манипулятор какой-то. У него свои какие-то замыслы есть. И это та ваша иллюзия, которая разобьется о его замыслы. Вы его как раскусите, этого человека, да, и, соответственно, для вас это хорошо, потому что вы как бы не влезете ни в какую некомфортную для вас ситуацию, проблемную, да, или там, чтобы потеря денежек была. Но это как иллюзия, разобьется иллюзия о каком-то мужчине, что-то связано с делами. Поняли? Вот такая подсказка еще идет. Так, дальше. Мужчина, любящий мужчина. Это для кого-то, знаете, возможно, вы ожидали какого-то мужчину, который говорил, что люблю, да? Вы его долгое время ожидали, 6 мечевая, дальняя дорога, либо долго очень. Может, общение в интернете, да, переписывались, а у него все проблемы, он не может их решить, он не может как бы, ну, карта борьбы, да, победить что-то, какие-то свои проблемы и препятствия. И здесь, скорее всего, поскольку у нас первая карта говорит об иллюзиях, возможно, для кого-то это вот вы долго ждали человека, который так и не приехал, да, но мы знаем, что по первой линейке, которая показывает именно ту звезду, которая настоящая, ту мечту, которая точно 100% сбудется, вы будете все равно в паре, просто с другим мужчиной. Вот такая нам сегодня, вот такой у нас расклад. Информативный, на мой взгляд, очень даже. Я призываю вас поставить лайк этому видео. Это ваше мне, во-первых, спасибо. А во-вторых, тогда больше людей, больше зрителей посмотрят мой расклад. А для меня это очень важно и очень приятно. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне это будет супер приятно получить от вас. Благодарю сердечно и до новых встреч. Мне лично понравился мой расклад. Посмотрю по вашим отзывам, по вашим комментариям, насколько вы для себя нашли здесь полезные советы и какие-то инсайты. Всем спасибо, всем пока.